Хогвартс имеет ряд сходств с реальными школами, особенно с британскими интернатами. Из серии моих выпусков из британских школ вы, наверное, знаете, что в Великобритании популярны бординговые школы, то есть школы, где дети живут на постоянке. Есть школы полностью бординговые, где все студенты обязаны жить в школе. Есть школы частично бординговые, то есть часть студентов утром приезжает и вечером уезжают, а другая часть живет там. А есть еще такие форматы, когда школьник-студент, скажем, 5 дней живет в школе, а на выходные едет к своим родителям. Вы здесь не ослышались. Я называю школьников студентами, потому что для Великобритании это абсолютно нормально. Как же обстояли дела в Хогвартсе? В Хогвартсе система домов играет ключевую роль в организации школьной жизни. Здесь 4 дома. Какие они? Кто читал Гарри Поттера? Гриффиндор, Слизерин, Пуффендуй и Когтевран. Это если вы читали его на русском. В оригинале же эти названия звучат немного по-другому. Гриффиндор, Рейвенклоу, Хаффлпаф и Слизерин. Хотя как немного. Не совсем и немного. На самом деле, в этих названиях английских есть большой смысл. И так вообще и в реальных британских бординговых школах многие дома, где живут студенты, не просто называются 1, 2, 3, то есть какими-то цифирками, а у них есть свои названия, свои цвета, свои символы. Круто! Да это ж круто! Давайте с вами рассмотрим именно оригинальные названия домов, их гербы и что они означают. Почему английские оригинальные? Ну, потому что российскую интерпретацию переводить не совсем правильно будет. Ravenclaw вообще переводится как коготь ворона. И смотрите внимательно на герб этого дома. Что там изображено? Орел. Где логика вообще? А логика вот где. Орел — это символ широкого кругозора, сильного ума, связан со стихиями огня и воздуха, поэтому именно он стал символом Ravenclaw. Ну а Raven, то есть ворон, это вообще постоянный персонаж различных сказок, каких-то волшебных, магических сюжетов. Следующий дом. Гриффиндор! Гриффиндор можно перевести как золотой орел. Гриффин. Это грифон, а двор — это золотой. Это древний геральдический символ. Но ведь самый внимательный из вас скажет, что нет там никакого грифона, Егор, на гербе Гриффиндора. Да, ребят, там не грифон, там лев. Идут снова символы. Во-первых, грифоны — это мифические крылатые существа с туловищем льва и птичьей головой. Во-вторых, когда день рождения у Гарри Поттера? 31 июля. Когда день рождения у Джоан Роулинг? Тоже 31 июля. И кто же они по знаку зодиака? Ну, конечно же, львы. Та-дам! Вот вам и тайный смысл этого герба. Хаффлпаф. Еще один дом. Название образовано от английских слов «хаффл» — надувать и «паф» — дуновение. Здесь, скорее всего, идет отсылка к ветру и силам природы. Не к одышке, я надеюсь, слава богу, а кто изображен на эмблеме. Это, ребятки, барсук. Почему барсук? Почему такое странное название? Но здесь на самом деле тоже все достаточно просто. Это было первое животное, которого спасла основательница этого дома с помощью искусства врачевания. И фамилия основательницы как раз и есть Хаффлпаф. Ну и, наконец, дом Слизерин со змеей на гербе. Самый мрачный из домов, и с чем он у вас ассоциируется? Страх, ужас, зло? Нет. Змея, дорогие зрители, это символ мудрости. Вспомните книгу «Джунглей» Редьярда Киплинга о Маугли. Один из наставников Маугли, мудрый Ка, питон. Здесь также используется змея в качестве символа мудрости. А еще понимать язык змей могли черные маги. Вот такие дела. Но с названием дома все просто. Он назван по фамилии основателя — Салазара Слизерина. Зеленый цвет на гербе означает материальный достаток, денежное благополучие, роскошь и изобилие. Каждый дом имеет свои особенности и ценности, и каждый ученик при поступлении в школу относится к одному из этих домов. Еще раз подытожим. Гриффиндор характеризуется доблестью, отвагой и честью. Основатель дома — Годрик Гриффиндор. Эмблема дома — лев, а цвета красный и золотой. Слизерин славится своими учениками, обладающими хитростью, амбициями и жаждой власти. Основатель дома — Салазар Слизерин. Эмблема — змея, а цвета — зеленый и серебряный. Пуффендуй известен дружелюбием, терпимостью, честностью и трудолюбием, а основательница — Хельга Пуффендуй. Эмблема дома — барсук, а цвет — желтый и черный. Ну и, наконец, Когтевран. Сначала перевод кажется дурацким, но на самом деле есть смысл. Когте — коготь, вран — ворон. Все просто. Здесь ценится ум, мудрость, остроумие
и любознательность. Основательница Равена Коктевран. Эмблема дома – орел, а цвета синий и бронзовый. Кстати, если вам будет интересно вообще разобрать все герба по цветам, символам и так далее, напишите об этом в комментариях, сделаем об этом новый выпуск. При поступлении в Хогвартс новые ученики проходят церемонию сортировки, во время которой волшебная шляпа сортировщика определяет, к какому дому они наиболее подходят на основе их качеств и предпочтений. Каждый дом имеет свою комнату отдыха и общежития в разных частях замка. В течение учебного года ученики домов соревнуются за кубок Хогвартса, набирая и теряя очки за различные достижения и нарушения. В Великобритании, кстати, многие дома в бординговых школах соревнуются между собой и набирают определенные баллы.